предыдущей серии мы остановились на самом весомом аргументе сторонников индийской теории. Источники эпохи арабского халифата называют цифры и позиционный способ вычисления индийскими. Казалось бы, этого достаточно. Если арабские ученые сами называли эту систему индийской, значит, они действительно получили ее из Индии. Но действительно ли арабские авторы сообщили именно это? Или мы прочитали в их словах больше, чем там написано? Начнем с человека, имя которого стало почти символом новой арифметики. Это Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, один из крупнейших ученых Багдада IX века. Именно от латинизированной формы его имени алгоризми позже произошло слово «алгоритм». Аль-Хорезми приписывается сочинение о вычислениях при помощи индийских числовых знаков. До нас оно дошло не в арабском оригинале, а в латинской традиции. Именно через эту традицию Европа познакомилась с новым способом счета, в котором 9 знаков и 0. Но здесь и начинается настоящая проблема. Сам арабский оригинал арифметического труда Аль-Хорезми утрачен. А значит, он не сообщает нам, кто именно создал эту систему, у кого он ее получил и каким путем она попала в Багдад. И это очень важно. Одно дело утверждать, что индийцы создали систему, и совсем другое – просто излагать метод, который уже называется индийским. Аль-Хорезми не доказывает индийское происхождение. Он фиксирует уже существующее название. Позднейшие авторы действительно подтверждают эту традицию. Аль-Кинди писал об индийском счете. Аль-Уклидиси составил руководство по индийской арифметике. Аль-Бируни говорил об индийских числовых знаках. Фибоначчи назвал их индийскими знаками. Значит ли это, что перед нами 5 независимых доказательств? Не обязательно. Иногда 10 поздних свидетельств – это не 10 независимых голосов, а всего лишь длинная цепь повторяющейся традиции. Если мы ограничимся только авторами эпохи халифата, то вся цепочка рано или поздно упрется в IX век. И тогда возникает соблазн предположить, что именно в Багдаде, в эпоху переводов индийских научных трудов, и родилось само выражение «индийский счет». Но это лишь правдоподобная гипотеза. Для уверенности нужен источник, существовавший раньше Аль-Хорезми. Именно здесь история делает неожиданный поворот. В 1910 году французский сиролог Франсуа Но опубликовал фрагмент сочинения сирийского ученого VII века Севера Сибохта. Текст Севера Сибохта уже несколько столетий находился в составе сирийской рукописи, хранившейся в Париже. Но именно Франсуа Но распознал значение одного небольшого фрагмента и ввел его в научный оборот. Публикацию он озаглавил «Древнейшее восточное упоминание индийских цифр». Речь шла именно о свидетельстве Севера Сибохта. Свой текст Север Сибохт написал в 662 году. Он не изобразил сами знаки, не упомянул отдельно 0 и не описал позиционный принцип. Но он сообщил нечто чрезвычайно важное. Индийцы производят вычисления при помощи 9 знаков. Следовательно, первым известным нам ближневосточным автором, упомянувшим индийцев в связи с вычислениями, был Север Сибохт, примерно за 1,5 столетия до Аль-Хорезми. Но чтобы понять, откуда Север Сибохт получил это знание, необходимо сначала понять, кем был сам Север Сибохт.